Смотрите, какая крутая штука появилась в Perplexity. Это так называемые page, то есть страницы, которые теперь можно создавать на основе данных со всего интернета. То есть это не просто стандартный поиск от Perplexity, где мы хотим узнать какую-то информацию, там, вытащить себе какую-то информацию, а здесь мы теперь можем создавать полноценные там презентации, создавать полноценные какие-то научно-исследовательские работы на основе тех данных, которые есть в интернете. Давайте покажу в этом видео, как это работает. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача – это помочь предпринимателям, блогерам, фрилансерам, да, наверное, и обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество времени и денег. В этом видео вас познакомлю с Perplexity, то есть я уже делал несколько обзоров на эту площадку, то есть это искусственный интеллект, в котором собрано большое количество различных языковых моделей, которые мы можем использовать для поиска. Буквально на днях они анонсировали и показали принцип работы их нового инструмента, так называемых Page. То есть, смотрите, Page – это создание полноценных страниц, создание полноценных и выгрузка для дальнейшего там, изучения, для дальнейшей работы, полноценных презентаций, которые мы можем сами генерировать на основе всех тех данных, которые есть не в искусственном интеллекте, а есть, соответственно, в интернете. Очень удобная штука, особенно для тех, кто занимается там созданием каких-нибудь отчетов, для тех, кто ищет какие-то материалы, либо готовит какие-то доклады по всему интернету. Соответственно, все это ищет, и теперь не нужно искать, можно с помощью этого инструмента в Perplexity можно создавать, соответственно, отдельные статьи, отдельные какие-то работы и добавлять сюда вот еще, как мы видим, различные изображения. Значит, смотрите, как мы раньше работали с Perplexity. Мы нажимали там Home и задавали какой-то вопрос, соответственно, Perplexity. И он нам выдавал достаточно стандартный ответ. Например, давайте его попросим рассказать историю Римской империи. И он, соответственно, нам тут же начинал поиск в интернете по истории Римской империи. И в зависимости от того, что написано в интернете, он нам, соответственно, выдавал полноценный ответ в виде поискового запроса. Смотрите, если бы нам необходимо было бы создать какой-то, не знаю, доклад, да, по истории Римской империи, то мы бы что сделали? Мы бы просто вот это вот все скопировали и дальше бы загрузили в какой-нибудь там PowerPoint, либо Microsoft Word, и там бы уже с этими материалами работали. Вот. Мы можем задавать какие-то дополнительные вопросы, но все эти вопросы будут как бы не связаны, то есть это не будет нам все равно будет приходиться пересобирать этот материал заново. Теперь же есть такая возможность, например, вот в этот раздел добавить какую-то более детальную информацию, добавить какие-то изображения. Все это делается как раз именно с помощью нового инструмента Page. Значит, что нужно сделать? Нужно зайти в инструмент Library, нажать на плюсик, нажать на Page. Этот инструмент пока работает не на всех аккаунтах, он постепенно Perplexity их добавляет. Он также обещает, что он будет работать не только в платной версии Perplexity, но также и в бесплатной. Но у меня в данный момент подключена именно платная версия Perplexity. Значит, смотрите, что нам необходимо сделать. Например, мы также хотим написать большой доклад, либо провести какую-то научно-исследовательскую работу по Римской империи, да, соответственно, он нас тут же спрашивает, what's your page about, то есть о чем будет ваша страница. Давайте как раз скажем ему, что наша страница будет про Римскую империю. Все, мы ему вбили историю Римской империи, и теперь он начинает работать. То есть он тут же сказал, то есть кто автор, соответственно, этой статьи, кто автор этого материала, и начинает нам создавать материал на основе тех данных, которые есть в интернете, плюс он нам тут же продумывает различные элементы для нашей подробной статьи, либо научно-исследовательской работы, как угодно это можно назвать, и он ее сделал как бы из 4 элементов. Сейчас мы можем то есть сейчас он закончит, и мы сможем каждый из этих элементов не просто дополнять, мы сможем его редактировать и, соответственно, работать с ним более как бы глубже. Значит, смотрите, для начала он нам тут же сделал заголовок, то есть заголовок прописал, то есть «Величие Римской империи».
Также он нам подобрал изображение, и это изображение мы также можем как бы корректировать и добавлять сюда какие-то дополнительные элементы. То есть смотрите, все, он сейчас закончил, у нас появилась кнопка Change, то есть мы здесь можем выбрать, например, какое-то другое изображение, вот, например, с игры с какое-то другое изображение для того, чтобы визуально привлекательной была эта страница. Также мы можем добавить изображение с помощью подключенного в Perplexity DALL-E 3 версии. То есть здесь подключен DALL-E 3 версия на аккаунте Pro, ты можешь генерировать полноценное изображение с помощью искусственного интеллекта. Только почему-то он странные изображения в данный момент генерирует, и можем, соответственно, прописать подробный промпт и заменить изображение на другое. Вот, например, на такое, да, тоже странное. То есть здесь можно добавлять как бы фоновое изображение для нашей страницы. Сейчас не будем углубляться в детали, конечно, можно посидеть, прописывать промпты. Дальше, значит, смотрите, по каждому разделу у нас есть возможность редактировать этот раздел и добавлять сюда что-то новое. Например, смотрите, здесь он пропишет, что Римская империя там прописывает информацию, и нам, например, не хватает этого вступления. То есть мы ему можем здесь прописать дополнительный промпт для того, чтобы он сюда дополнил информацию именно для вступления. Также мы сюда можем прописать не просто промпт, а промпт с изображением, с каким-то дополнительным. И также он нам рекомендует возможность добавить сюда информацию, исходя из той информации, которую он сам создал. То есть он нам сам предлагает дополнительные промпты. Я сейчас не буду сильно углубляться как бы в промпты, я просто вам покажу, как это работает. Например, я бы хотел сюда добавить религиозные ритуалы и обряды в Римской империи. И, соответственно, он сюда вот как раз начинает добавлять именно новый раздел, следующий раздел. Также каждый из разделов я могу отредактировать, то есть если мне что-то не понравилось, например, мне не понравился этот раздел, я могу как бы его отредактировать и выбрать что-то другое. Например, я хотел бы, чтобы это все было в виде таблицы. Да? Вот я, соответственно, редактирую в виде таблицы. Также я могу сюда добавить дополнительные разделы. Плюс каждому из разделов я могу сгенерировать изображения, которые будут подходить к этому разделу. Конечно, с изображением в Perplexity какая-то беда, поэтому я бы лучше дополнил именно генерацию изображения с помощью DALL-E и, соответственно, вставил сюда какие-то дополнительные изображения. Вот религиозные ритуалы и обряды он совсем не видит. Итак, мы можем работать с каждым разделом, то есть в каждый раздел. Давайте сейчас не будем углубляться в суть, я вам покажу принцип, да, работы. В каждый раздел мы можем добавить какие-то дополнительные изображения, и это уже будет визуально выглядеть немного иначе. Мы можем добавлять, например, дополнительный раздел, например, культ императора, и он нам тут же начинает прописывать, соответственно, этот дополнительный раздел. После того, как мы закончили работу, например, над этой страницей, мы можем ее опубликовать. Мы ее можем опубликовать, отправить в Twitter, WhatsApp, Facebook, либо просто скопировать ссылку на этот материал. И теперь мы этот материал, например, заходим в режим инкогнито и отправляем его какому-то своему другу. Этот друг, либо этот человек, которому мы это отправляем, он уже видит нашу полноценную статью таким образом, как она у нас, соответственно, проработана. Плюс здесь написано, да, кто создал эту статью, когда эта статья была создана и количество просмотров на этой статье. Также мы можем скопировать, соответственно, эту страницу на свой сайт. Не забывайте, когда мы копируем страницу на свой сайт, что здесь есть определенные ссылки на источники, откуда взята та или иная информация, что также подкрепляет достоверность этой статьи. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном сообщении, либо в описании. С вами был Гризуевич, пока.